Итак, криптоэнтузиастики, ну что, приветствую вас на канале. Давайте посмотрим, что у нас творится на крипторынке, посмотрим, что на фондовом рынке. Ну что у нас, биточек здесь 1,2%, BNB-шка 1,6%. В принципе, BNB неплохо у нас держится BNB. Если мы посмотрим BNB, то она таки неплохо устояла на вот этих коррекциях. Довольно-таки сильный актив. Может, ну, Aptos не знаю, как по поводу Aptos, но BNB довольно-таки сильный актив. Можно так сказать, что самый-самый сильный. Но это как акции Tesla на фондовом рынке. И на данный момент BNB 600 долларов. 600 долларов цена. Так, давайте откроем у нас график на TradingView. Что у нас по капитализации? 85 миллиардов долларов. Неплохо. Есть здесь у нас инвесторы, инвестиции. Здесь есть, конечно же, иксы. 3980 иксов. Но все это дело у нас, конечно, поддерживает сама биржа Binance. Если мы посмотрим на BNB, то довольно неплохо они удерживают данный инструмент. Ниже не дают. Не хотят они давать ниже, чем, допустим, ну, где-то ниже, чем 500 долларов, потому как здесь есть некоторые сквизы, но навряд ли кто-то здесь на фитилях откупал, конечно же, BNB. Я, в принципе, продолжаю верить в то, что BNB будет стоить в диапазоне где-то примерно 1000 долларов. После 1000 долларов мы уйдем на следующую медвежку. Сейчас у нас BNB неплохо держится. Здесь у нас есть сильнейшая зона поддержки. Мы ее можем вот так вот отметить. У нас сильнейшая зона поддержки. Что у нас по самим объемам? Даже вот этом вот блоке. Можно сказать, что это блок-коробка называется. И мы видим то, что есть здесь хорошие откупы. Здесь есть у нас хорошие откупы. Вот эти вот синие линии. Вот. И как раз вот этот вот блок у нас выступает сильнейшей зоной поддержки. Мы неоднократно сюда приходили фитилями в данный блок. Может быть такое, что еще сюда придем. Вот буквально смотрите. Февраль пролив раз. Март 2. И ну тут даже у нас на вот этой вот коррекции мы сюда даже не доходим. Есть, конечно же, и продавцы по поводу BNB. Вот здесь вот у нас крупные продажи присутствуют. Данный блок у нас выступает блоком продаж. И сейчас на данный момент цена у нас просто зажата между этими двумя блоками. Посмотрим. Я думаю, что BNB-шка у нас в дальнейшем что-то интересное покажет, потому как на всем крипторынке, можно сказать, то BNB неплохо держится. Биток дал коррекцию. Неплохую коррекцию он дал, 30%. Эфириум вообще даже не показал никакой силы, он укатался. Даже эфириум относительно битка вообще укатанный, вообще полностью укатанный. XRP, ну это такое, это темная лошадка, за нее можно пока не говорить. Solana тоже, конечно же, дала откат, а BNB нет. BNB держится и все. Давайте посмотрим BNB относительно битка. Что у нас BNB относительно битка? Возьмем BTC, глянем. BTC. Ну, на Binance можно посмотреть. На Binance можно глянуть. И здесь у нас на дневке вот такое вот дело. Смотрите, какое у нас здесь дело. Просто восходящий тренд. Ну, это просто трэш. Я вообще даже думаю, что может быть такое, что создатель биткоина это сам и есть CZ. Вы за это не задумывались? Смотрите, биток удерживает, BNB тоже удерживает. И BNB на данный момент ходит в таком восходящем канале. Один раз у нас был индикатор P-Cycle Top, сработал в мае 2021 года на продажу. Все. Это у нас относительно битка. Сейчас у нас здесь не было индикатора. Ну, вернее, индикатор есть, только сигнала не было подключено. Никакого. Вот. Также у нас Hash Ribbon показывает на покупку. Здесь у нас тоже была покупка. Отрисовали относительно битка боковик. Ну, посмотрим. И я думаю, что будет рост, потому как DXY у нас падает. Если мы посмотрим на дневке, у нас такое вот шикарное падение, но здесь формирует ордер блок. Падение у нас образовалось вместе с сильнейшим гэпом. Трамп, конечно же, давит рынки. У нас здесь был медвежий флаг, он на данный момент отрабатывает. Может быть такое, что здесь формирует ордер блок и он будет разворотный. Я считаю, что реакция криптовалюты на падение DXY еще не отработала. Мы не увидели вообще даже никакого разворота на крипторынке.
Тем более на биткоине не видели. А DXY уже конкретно скорректировался. Здесь есть задержка. Я думаю, что где-то здесь, в ближайшем будущем мы увидим, конечно же, разворот. И все-таки, наверное, здесь вот уже DXY формирует свое донное значение. По всей видимости, здесь донное значение он формирует, но я думаю, еще склоняюсь, что мы уйдем вот сюда, где я поставил вот этот вот интересный смайлик. И это было бы вообще неплохо и очень шикарно было бы для крипторынка. Также помимо DXY у нас падает фонда. Что мы видим на фондовом рынке? На фоне, конечно же, этих заявлений Трампа мы видим то, что у нас NASDAQ просто улетел в тартары на глубокую медвежку. Но это все равно неплохо, потому как даже на фоне падения фондовых рынков биток устоял. Он устоял, удержал важный уровень, он удержал 80 тысяч долларов. Мы, конечно же, скорректировались на 76к, но мы держимся сейчас. И в принципе, здесь, если мы посмотрим на месячном графике, то неплохая медвежка получается. Здесь просто шикарнейшая медвежка. И есть уже предпосылки для разворота разных фондовых индексов. Вот, аналогичная ситуация у нас была и вот здесь, вот в 2022 году. Давайте мы посмотрим. Здесь у нас было падение на 36%, здесь немножко меньше падение. Тут у нас падение на 22%. Может быть такое, что еще здесь продолжится падение. Биток неплохо держится. Dow Jones, давайте посмотрим. Аналогичная ситуация. Здесь тоже у нас шикарнейшее падение. Ну, лютая медвежка. Просто лютая медвежка. 15% падения. Что у нас было в 2020 году? Это у нас был коронадамп. Коронадамп, и здесь было падение на 38%. Тут, в принципе, торговля инсайдерская была. Здесь можно тоже сказать то, что у нас инсайдерская была торговля, потому как рынок вроде бы как рос, до Нового года росло все шикарно. И в принципе шортить рынки очень опасно. Шортят в основном инсайдеры. Ну и когда пришел Трамп, решили, наверное, все это дело отшортить. И мы вместе с вами попали в эту мясорубку. Я думаю, что уже здесь где-то примерно будет заканчиваться данная мясорубка, потому как вечного падения не будет. Да, конечно же, у нас здесь выглядит это все дело очень-очень огромный рост, но нужно понимать то, что в принципе это фондовый рынок, и он не может корректироваться, так как корректировался биток. Этот фондовый рынок растет еще, смотрите, из 1896 года, в принципе. И сейчас, на данный момент, ну, я надеюсь, что у нас здесь не будет такого трэша, как в 2008 году. Здесь был финансовый всемирный кризис и глубокое погружение. Сколько у нас здесь было процентов? Давайте мы посмотрим. Тут у нас было процентов 53 все-таки. Ну, тогда было 53%, а здесь у нас чуть-чуть меньше, конечно же, погружение. Тут у нас всего-навсего 15%, еще можно, в принципе, 3 раза так погрузиться. Но я думаю, что это не все дело, этот трэш сделали для того, чтобы снизить ставку финансирования. ФРС будет понижать ставку, и, по всей видимости, включат они печатный станок, зальют они это все дело деньгами, откуплят дешевые активы, потом они это все дело запампят, закончат войну. Я надеюсь, что война у нас в ближайшем будущем тоже закончится, и мы все на этом, в принципе, заработаем. Ну что, друзья, я думаю, что все у нас будет хорошо. Мы заканчиваем, в принципе, особо такое сильнейшее коррекционное движение по всему крипторынку. Биток у нас уже вот даже за год буквально дал 21% роста. Это небольшие, конечно, проценты. Ну, он тоже, конечно же, шикарно откорректировался. Если мы посмотрим, то у нас коррекция здесь сильнейшая состоялась. Я думаю, что здесь коррекция у нас уже завершается. В дальнейшем, конечно, мы увидим какое-то движение. Если мы посмотрим вот так вот глобально на биточек, что он тут у нас творит, этот батя всего крипторынка. Давай, открывай быстрее график. Здесь у меня семерка, я сейчас на завод пришел, нужно немножко постоять у станка. И решил, конечно же, на перекусе запилить видос. И, в принципе, у нас были похожие тоже ситуации. Это было 2 раза в 2023 году, лето буквально, осень, потом у нас лето 2024 года, и вот начиная с декабря 2024 года по уже весну 2025 года. Да, конечно же, ситуация здесь страшная.
то, что мы вроде бы как погружаемся на медвежку, но, дамы и господа, доминация биткоина не располагает для того, чтобы мы погружались на медвежку. И даже если мы посмотрим на FIBO, то у нас, в принципе, только была одна цель достигнута. Первая цель 618 уровень, вторая цель еще остается актуальная. Это 150-160 тысяч долларов по битку. Ну, надеемся, что все у нас будет хорошо. И как раз эта последняя волна по биткоину запустит тот самый долгожданный альт-сезон. Потому как, ну, хочется, конечно, увидеть альт-сезон. И крупный игрок тоже не дурак. Я думаю, что он, ну, как ни крути, должен пофиксировать свои убыточные сделки в альткоинах. На это будем, конечно, с вами надеяться. Всем пока. Желаю всем мирного неба. Поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Всем пока, до связи и мирного неба. Может быть такое, что сегодня сделаем стрим. Посмотрим.